И снова всем привет, любители китайского автопрома, друзья и подписчики канала со сложным названием. Все мы любим футуристические концепты машин, не правда ли? И удивляет нас, как, впрочем, всегда будет Китай. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему у нас всегда именно Китай? Просто наши редакторы никак не могут оттуда выехать. Все же на китайском. Взяли билеты из Китая, оказались на выставке авто в Шанхае. Но как бы то ни было, сегодня мы вас удивим электрокаром Dongfeng Aeolus EP, который не просто оригинален, а имеет фантастический вид. И сделаем мы это прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки Dongfeng. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. По традиции мы начнем с внешнего вида, который здесь является изюминкой. Ну или что там у китайцев. Передок машины выглядит монолитным, как будто сделан полностью из хромированного карбона. Хотя на самом деле это легкий металлический сплав. Фары узкие, не выпуклые и не утопленные в корпус передней части. Ниже расположился массивный бампер, посередине которого есть часть, которая имитирует решетку с перфорацией. Как раз она больше и похожа на карбоновый слой с ячейками, но только визуально. Ниже по бокам расположились шестигранные ложементы с круговой подсветкой. Это и воздухозаборники, и передние габариты, и часть кругового освещения, и бог знает что еще. Ниже расположилась хромированная вставка, внутри которой есть небольшой ложемент с сеткой. Боковой вид не менее футуристичен. Дверь здесь всегда одна, причем она открывается в диагонали. Не как у Lamborghini просто вверх, а именно по диагонали. И не просто сдвигается, а именно распахивается. Нижняя часть двери, как и порог, имеет выступы, которые выполнены в одинаковой манере. Это эстетично выглядит. Передние и задние крылья сильно выделяются цветом и фактурой материала. Смотрится оригинально и свежо в плане дизайна. Филейная часть нас тоже порадует. Здесь прослеживается линейный дизайн. Причем линейный в прямом смысле слова. Основная задняя оптика выполнена в форме горизонтальной линии. И здесь все в одном модуле. Поворотники, габаритки, стопорные огни и еще куча всего, включая просто подсветку. Ниже, практически сбоку, расположены дублирующие габариты и стопорные огни в форме вертикальных линий. Смотрится свежо, и будет ли это удобно, неизвестно. По нижней части заднего бампера идет декоративная решетка с вертикальными ребрами, которая больше напоминает радиатор, а посередине нее есть еще модуль оптики, который также выполняет роль стопорного огня и габарита. Теперь глянем в салон, но лишь мельком, так как показывали его только снаружи. А нашего корреспондента выгнали китайскими вениками при попытке туда залезть. Здесь нас ждет тот же футуристический дизайн. Два ряда эргономичных кресел с тканевой обивкой и пластиковыми составляющими. Причем салон просторный, передняя панель свободная, есть цифровая панель и небольшой дисплей с мультимедийной ролью. Руль в Aeolus EP в нестандартной форме, он больше похож на руль болида Формулы-1, ну или космического корабля. Он шестигранный, небольшой, с кнопками управления. Чем он будет управлять, остается только догадываться. Кстати, судя по концепту, приборная панель и экран будут в одном уровне, образуя тем самым один удлиненный дисплей. Такое же встречалось в китайских автомобилях, которые были в наших обзорах. Стоит отметить, что задняя часть передних сидений отделана пластиком. Хоть это и концепт-кар электромобиля, это неудобная вещь. Ведь если при резком торможении ткнуться лицом в такое сиденье, поцелуй будет весьма жесткий. А девушки рискуют оставить свой макияж прямо на задней части сидений. Буквально чмок и селфи на пластике отпечатаются весьма точно. Касательно двигателей ничего не известно, но на китайских форумах пишут, что в машине будет два электромотора. При этом электрокар будет полноприводным с запасом хода до 1000 км. Это уже новый стандарт для электромобилей Китая. Ну и также полная зарядка батареи за 15 минут. Управляться автомобиль будет искусственным интеллектом WhiteLink 3.0, а операционная система будет Baidu Duer OS. Ну а мы заканчиваем наш обзор и отправляемся на поиски новых интересных моделей.
Не забудьте поставить жирный лайк, позвонить в колокольчик и подписаться на канал. Также напишите комментарий, понравился ли вам данный концепт-кар и чем именно. До завтра!